Всем привет! Сегодня я вам хочу не просто показать автомобиль, а тем, кто не знает, объяснить, что такое родстер и открыть просто ящик Пандоры. После просмотра этого видео ваша жизнь изменится и вы по-другому начнете смотреть на автомобили. Вообще философия родстеров — это, естественно, задний привод, классические варианты двигателей и коробок, желательно атмосферный двигатель и механика. У нас сегодня на тесте 6-ступенчатая механика, кабриолет, возможность убирать крышу и просто наслаждаться движением. Быть единым целым с автомобилем — это когда ты не берешь машину, чтобы закрыть какую-то задачу, а наслаждаешься самим процессом вождения. Тебе не важно конечная точка, начальная точка. Ты просто получаешь удовольствие от того, что автомобиль и ты становитесь единым целым. И вот MX-5 Miata — это новый автомобиль, но все то же самое будет касаться и предыдущих поколений. Это значит, что если у вас немного денег, но вы загорелись этим, вы просто отходите на поколение назад и понимаете, можете ли купить это себе. Если не можете, отходите еще на поколение назад, и вот уже там, скорее всего, вы такие: о, я могу себе это позволить. А если нет, берете еще более старый родстер, потому что неважно какого года родстер, важно, что он у тебя есть. Miata — это яркий представитель среди родстеров, один из самых доступных. От 29,5 тысяч долларов сегодня стоит новая Miata, ну и можно уйти до 42-43 в зависимости от комплектации. Огромные возможности для модернизации этого автомобиля. Mazda MX-5 Miata — это один из последних родстеров, которые можно купить в США новыми за приемлемые деньги и в классическом исполнении, когда у тебя атмосферный двигатель 2-литровый на 181 лошадиную силу. К сожалению, теперь он безальтернативный. Раньше были еще малообъемные двигатели, но сегодня все это меняется и только один двигатель, но зато две коробки. Либо 6-ступенчатый классический автомат, либо, как у нас, 6-ступенчатая механика. Раскрывается этот мотор, естественно, не на низах, далеко крутят его до 7000. Отсечка даже на тахометре стоит 7000 оборотов. Какой-никакой, а все равно приятный звук. Профессионалы считают каждый килограмм, и поэтому здесь два важных момента. На автомате автомобиль будет на 21 килограмм тяжелее, что важно. И также крыша есть автоматическая, а есть мягкая ручная. И само собой с автоматической крышей, как у нас на автомобиле, он будет тяжелее примерно на 70 килограмм. И если вы берете механику и механическую крышу мягкую, то 90 килограмм вы уже экономите. На механике разгон до сотни будет примерно 5,7. Ну, естественно, на механике очень важно, кто сидит за рулем. А на автомате примерно 6,3 до сотни. Это не самые крутые показатели, особенно учитывая вес автомобиля, который равняется примерно 1 тонне и 100 килограммам. Но еще раз, это автомобиль абсолютно не про прямую. Это тачка, которая раскрывается в поворотах. Благодаря развесовке практически 50 на 50 и идеально настроенной подвеске, она моментально реагирует на каждое движение руля, газа и тормоза. Это мой первый родстер, если честно, и я неделю на нем поездил. И когда вы в него сядете, вы поймете, что вы сливаетесь с этим автомобилем. И эти ощущения невозможно передать. Их можно только прочувствовать. И все, что я могу сделать, это посоветовать вам, настоятельно посоветовать, попробовать, что это такое. Вы откроете для себя абсолютно безумный и новый мир. С этой машиной получается максимально честный диалог, и вы каждую секунду, каждую миллисекунду находитесь на связи. Если с механической крышей все понятно, и скорость ее складывания и раскладывания будет зависеть от ваших скиллов и умения пользоваться своими руками, то автоматическая крыша одна из самых быстрых в классе. Я решил записать вождение. Никогда я уже поездил на автомобиле, понял, что это за автомобиль, как он работает и все остальное. Я решил записать это прямо сейчас. Это моя первая посадка в Miata, то есть на MX-5 я вообще никогда не ездил. Механика. Сижу практически на асфальте, и первые впечатления обязательны. Именно такие же они будут у вас, или еще сильнее, еще сочнее. С первой же секунды хочется улыбаться. Просто что это?
Это очень сложно объяснить, но это сразу же вызывает улыбку. Здесь нет каких-то 1000 сил, по 1000 моментов. Можно покупать эту машину, чтобы грязь на асфальте рассматривать. Для инспекции дорог. Я 1,83 м, у меня такая большая комплекция достаточно. И мне очень комфортно, да, потолок уже где-то там говорит, что ты на грани. Очень низко, вот сейчас рядом со мной обычный Nissan Altima или что это. Я в его фару смотрю. Зеркала, конечно, безумно маленькие, надо к этому привыкнуть. У нас одна из дорогих комплектаций, где улучшена шумоизоляция, подороже качество отделки материалов. Но в этом автомобиле все равно шумно. Ты как будто каждой частичкой своего тела сливаешься с этим автомобилем. Каждый микроповорот руля, и машина сразу дает реакцию. Вот насколько маленький, и она также совсем чуть-чуть ввинчивается в этот момент. Это та история, когда тебе не нужна какая-то конечная цель. Тебе просто нужен повод выехать. А сам факт наличия этого автомобиля — это уже повод выехать. Я думаю, что людям больше 1,95 м уже здесь будет, невозможно ехать. Или если вы там перекачанная курица гриль, кушаете протеин каждый день по 3 грамма на килограмм, то тоже вряд ли вам здесь будет комфортно. Самые популярные конкуренты, о которых вы точно слышали, это Porsche Boxster или Toyota Supra. Там еще, конечно, есть конкуренты, но нам это сейчас не интересно. Интересно то, что Miata — это самый доступный автомобиль. И, естественно, БУ также доступнее, чем конкуренты БУ. Единственным минусом покупки БУ Родстера будет понимание того, для чего покупали предыдущие владельцы этот автомобиль. И абсолютно живой, идеально целый и в стоке Родстер найти невозможно, даже не старайтесь абсолютно нигде. Ключ классический, есть 4 кнопки управления и все, ничего интересного. По самому автомобилю, что нам очень важно знать? Его длина меньше 4 метров, а его ширина всего лишь чуть больше 1,5. Это в целом для понимания размеров. Оптика у рестайлинга полностью диодная, 17-дюймовые диски. Автомобиль, который сейчас вы видите, это что-то около максимальная комплектация. В том же салоне что-то частично может быть попроще. Здесь есть специальная кнопка. И багажник для такого класса автомобилей достаточно большой. Я не знаю, сколько тут литров, но я смог поместить 2 свои сумки, оборудование, штативы, камеры. Все это влезло, и даже еще есть немного места. Все облегчено, поэтому никакой лишней защиты и великолепной шумоизоляции от этого класса автомобилей вам ждать не стоит. Есть как классическая антенна, так и небольшой плавник. Зачем антенна? Я думаю, они хотели сохранить вот эту идеологию, что как будто бы сейчас ты возьмешь пульт управления и будешь передвигать этот автомобиль прямо с пульта. Бесключевой доступ, что тоже хорошо. Открываем дверь. Здесь вставочка под карбон, строчка, кожа напа, строчка, перфорация. В салоне очень мало места. И салон на самом-то деле не важен, потому что вы не будете смотреть сюда, вы будете смотреть вот сюда. Руль, все на кнопках, управление кондиционером, все на крутилках, подогревы сидений, 2 USB, Android Auto, Apple CarPlay. Но почему-то у меня Apple CarPlay только через провод подключился. Может быть, я не до конца разобрался. Механика, 6-ступка, короткоходная. Управление мультимедией, экран сенсорный, но когда у вас не подключен Android Auto или Apple CarPlay, вы здесь этим управляете. Здесь также можно управлять громкостью, она также управляется на руле. Ручник такой мужицкий, большой. Небольшая ниша, подстаканники, но это уже как опция, то есть мы можем его достать. Также вставить здесь второй подстаканник, но стоит он у нас вот здесь. Когда крыша открыта, козырьки у вас остаются, они немножко выпирают, но при этом их функциональность никак не страдает. Самый заветный блок кнопок. Здесь мы можем вот эти кнопочки нажимать, и будет очень хорошо, серьезно и интересно. Хочу сказать, чтобы вы не забывали, что если у вас не всегда вот такая хорошая погода, вы можете ездить без крыши. Этот автомобиль прекрасен как летом, так и зимой. Задний привод, отключение стабилизации всевозможных. И уже
На легкой наледи вы можете творить чудеса, которые только захотите. Главное, будьте осторожны и не забывайте об этом. Можете оценить шум в салоне. Просто идеальное прохождение поворотов. Каждое микроизменение положения руля вами сразу же двигает автомобиль. Вот смотрите, ровно. Вот чуть-чуть я сделал. У некоторых машин, когда ты делаешь вот так, это просто люфт. Здесь настолько все строго и отточено, что... И сразу она возвращается на траекторию. Она не уходит туда, она не разговаривает с тем, куда вы повернули. Она просто возвращается на место в секунду. Это великолепно. И никакого крена. Мне буквально неохота знать, куда я еду и зачем. Все, что я хочу, это как можно дольше ехать. Мы сейчас едем по абсолютным неровностям, но нету того, что у тебя позвоночник утекает в трусы. Да, это автомобиль довольно жесткий, это не очень мягкая подвеска, но она не вызывает у тебя отвращения, что говорит мне о том, что использовать этот автомобиль на каждый день вполне себе возможно. Я думаю, вы понимаете, что на камеру я не могу совершать противоправных действий и нажимать вот те кнопочки слева внизу, на которых написано OFF. Но поверьте мне, этот автомобиль может очень многое, и он вас обрадует. И еще один просто великолепно важный момент в том, что есть страны, где штрафы, конечно, минимальны, и превышение какие-то скорости для получения эмоций, ну, так сказать, людям доступны. А есть страны, где, превысив скорость буквально там на 20-30 километров в час, у вас будут очень сильные последствия, всякие баллы, поинты и прочее. Вот муха, кстати, со мной едет, вот это один из недостатков. Муха, уходи. И вся прелесть этого автомобиля в том, что вам не надо выходить за рамки ограничения скорости. Он и так доставит вам массу эмоций. Один момент. Видно вам сейчас или нет? Надеюсь, что видно. Посмотрите. Коробка передач. Селектор КПП, пусть и не сильно, но имеет некоторую вибрацию. Но сейчас она минимальна. Я в итоге спустя столько времени понял, когда трясется рычаг КПП. Вот сейчас кондиционер выключен, и рычаг КПП не трясется. Смотрите. Я включаю кондиционер. Выключаю кондиционер. Все, тряски нет. Включаю. И начинается вибрация. Вот. Это была вторая передача, я даже до 7000 оборотов не дал. Ну давайте посмотрим разгонную динамику до сотни. 60 миль в час, 1/10 это у нас будет 100 километров в час. Первое. $7.44, а заявлено 6.7. Но вы видели, у меня была пробуксовка. Какой-то профессиональный гонщик или человек, который постоянно это делает на этом автомобиле и до конца его чувствует, он без проблем из 7 точно выйдет. Я думаю, 6.7 и даже лучше сможет показать. Поэтому 7.44 так и оставим. Не вижу смысла делать это еще раз. Но вот этот вот драйв, динамика, этот вайб, который создает этот автомобиль,
его сложно с чем-то сравнить. Это автомобиль, который показывает себя именно в движении, в динамике. И это будет лучшим окончанием этого видео. Точнее, будет лучшим вариантом закончить это видео в движении. С хорошей погодой, солнышко, вокруг много зелени. И под тобой Mazda MX-5 Miata. Всем огромной удачи. Пока.